Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео вы увидите наиподробнейший мастер-класс о том, как же наносить из декоративной штукатурки стильный лофт-кирпич кофейного цвета. Совсем недавно мы закончили один из наших проектов, вы можете посмотреть на него, на его готовые фоточки в Инстаграм. Но сейчас я вам покажу просто пару фоток. Вот такая фотка. Раз. Вот такая фотка. Два. Ну, в общем-то, вы поняли, что мы сегодня будем делать. Именно так выглядит застаренный лофт-кирпич из декоративки. И сегодня мы разберем эту тему, потому что тема интересная, много вопросов очень задается о Геннадии, а как же конкретно это делается. Скажу вам сразу, друзья, работа очень кропотливая, сложная, но она стоит того, потому что финишный результат, он просто прекрасен. Ну что ж, друзья, сегодня делаем наш лофт-кирпич. Будем посмотреть. Погнали! Друзья, продолжаю закадровым голосом. В этом мастер-классе мы используем материалы Декораза. Нам понадобится материал Traverta, как фактурная штукатурка, и Cerra Decor, как лессировочка. Также мы используем колера Polish, черный, кофейный и желто-коричневый, он же охот в простонародье. Для нанесения нам понадобится просто обычная стальная кельма из нержавеющей стали, наждачка номер 80 зерно и кисточка с вискозной губкой, ну и вспомогательный шпатель. Можно начинать, а начнем мы с колеровочки. Вот у меня остался серый цвет, это как раз тот цвет фактуры, который мы будем закладывать в первую очередь. Такой теплый серый цвет, он остался у меня именно с этого объекта, и сейчас я наглядно покажу, как его добиться. Я лью немножечко черного колера Polish. Надо сказать, что у Polish действительно хороший черный колер, потому что все другие колера черные уходят сильно в синеву. Вот я немножко добавил, и вы видите, уже цвет в принципе близкий, да? Нужно добавить теперь, чтобы сделать цвет теплее, кофейный колер. Чуть-чуть, вот столько. Добавляю кофейного колера, совсем немножечко. Но я показываю вам на небольшом объеме, чтобы было понятно вообще, ну, примерные пропорции. Конечно же, мы, как всегда, пользуемся белым листком, так как именно на белом листке хорошо видно четко колеровку. После чего я добавляю еще немножко кофейного, чтобы сделать цвет еще потеплее. Вот слева наш цвет, который нам нужно было добиться, и справа тот, который мы сделали. Вы видите, они практически идентичные. Это значит, что можно наносить. Перед нанесением мы все это дело загрунтуем. В этот раз я использую праймер Декварца, грунт с кварцевой крошкой, а то же самое Декораза. В принципе, не хитрая вещь, наносится нормально, без проблем. Главное, что нам нужно перекрыть наш супер гладкий образец, чтобы у него появилась адгезия, за которой начнет цепляться фактурная штукатурка. После чего мы берем Декораза Traverta, заколерованный в теплый серый цвет, и наносим ровным слоем на всю поверхность. Ну, вы видите, что тут нет никаких секретов, это пока что просто перетяжка. Ждем 2 часа на высыхание, после чего начинаем размечать нашу штукатурку. Друзья, я перепробовал огромное количество вариантов делать разметку под кирпич и остановился, наверное, на оптимальной. Для этого вначале мы делаем, во-первых, кирпичи 22 см на 8 см. Для того, чтобы сделать наиболее простой и эффективный способ, вначале нам нужно наклеить наши все горизонтальные полосочки. Для этого мы просто отмеряем от верхушки 8 сантов и протягиваем вот эту вот ленту. То есть отмерили раз, протянули ленту сразу же. Потом сразу же от ленты отмеряем еще 8 см, протягиваем ленту. Еще 8 см, протягиваем ленту. Следующий этап — это у нас поперечные перекладины. Я отмечаю 22 см в длину, плюс 2 см под скотч. Скотч у меня самый тоненький, ну, который продается практически во всех строительных магазинах. Он, по-моему, сантиметр и 8 мм, ну или 2 см, в принципе, разницы особой нет. То есть в данной технике нам нужно проклеить только верхний ряд. После того, как верхний ряд нашего скотча готов, остальное мы делаем тупо на глаз. Здесь нам миллиметры не нужны. Заметьте, что каждый 4-й ряд я использую как бы такие кирпичики торцами, грубо говоря. Там я тоже ничего не отмеряю, я делаю все на глаз. Там просто нужно сделать примерные квадратики.
Так как этот кирпич будет очень сильно замазан, нам нужно отмерить по-хорошему только верх. От верхушки мы уже делаем все на глаз. Главное, чтобы в начале у нас были ровные, протянутые горизонтальные линии. Это основа. Ну вот мы все в принципе протянули после высыхания штукатурки. И теперь просто мы берем ту же самую Дикораза Траверту, тот же самый серый цвет и наносим на кирпичики. Да, конечно, в принципе это можно перетягивать все полотном, потому что в любом случае скотч-то будет сниматься, но я предпочитаю заморочиться и сделать как бы каждый кирпичик отдельно. Это, конечно, займет больше времени, но это даст более качественный декоративный результат. Ну плюс при таком нанесении лучше видно, где наклеен скотч. В принципе, скотч можно снимать и вслепую, если вы полностью полотном будете перетягивать. Но ничего в этом страшного нет. Короче, я легких путей не ищу. И, собственно говоря, ту работу, которую я вам показывал в начале, работа, сделанная на объекте, она как раз делалась именно вот таким макаром. Заполняем. Вы видите, да, как я работаю? Я работаю конкретно носиком кельмы. После чего я добавляю интересного такого рельефа, который в принципе никто не использует, но мне кажется, он классно разнообразит нашу текстуру. Просто носиком кельмы делаю вот такие линии, как бы. Наверняка вы видели, когда кирпич раскалывается, у него бывает вот такая вот зубчатая структура внутри. И здесь мы имитируем что-то похожее. Не дожидаемся полного высыхания, то есть я прибегаю к этой стене через 2 часа. Пока штукатурка полностью не высохла, она еще такая влажная, но уже не сильно вяжет, уже снимаю скотч. Теперь переходим к колировке. Друзья, на первый взгляд это очень сложная вещь, да? Вот я намазал тот самый цвет, который нам нужен, потому что у нас тут 5 цветов. Добавляем чуть-чуть черного, чтобы сделать вначале такой легкий серый оттенок. У нас тут 5 цветов на самом деле намешано, но вы не пугайтесь, ребят, я сейчас все объясню, как из этих 5 цветов, эти 5 цветов сделать из одного базового. Для начала мы добавляем черный колер, мы добавляем чуть-чуть кофейного. Заметьте, материал Cerro Decor колируется очень хорошо, то есть не переборщите, буквально капельками лейте, чтобы почувствовать материал, насколько хорошо он колируется, особенно аккуратно с черным пигментом. Мы добавляем черного, мы добавляем кофейного. И примерно выходим вот на такой результат. У нас получается такой приглушенный кофейный цвет среднего оттенка. Это в принципе то, что нам нужно. Это то, от чего мы будем плясать. Вы видите, что они чуть-чуть разнятся, да? То есть я, грубо говоря, немножко не попал, но это именно на белом. А если на самом деле вот так просто шпательком набрать из одного ведра и сравнить с другим, вы видите, что материал практически сливается, то есть вообще не видно перехода. Именно поэтому я рекомендую проверять цвета на белом, потому что там все самые мелкие нюансы видны. Вот наши 5 цветов. На первый взгляд сложно, но на самом деле я вам сейчас покажу схему, по которой все это делается. Вот наш базовый цвет, бежевый, точнее, кофейный, приглушенный. Вот он. И также в схеме у нас направо идет с добавлением кофейного цвета, а налево с добавлением черного. То есть эти все цвета делаются из базового. То есть вы делаете один цвет потемнее, чуть-чуть черного налили, отложили. Второй цвет еще раз потемнее, третий цвет еще раз потемнее. А вот этот цвет, который более кофейный, то есть это та же самая база, только с большим добавлением кофейного. Чтобы у вас как бы все это в голове сохранилось, я подольше подержал камеру вот здесь, вы сможете нажать стоп и примерно прикинуть вот по этой цветовой палитре, что у нас тут происходит. В общем-то, базовый кофейный цвет, вот сверху я намазал еще цвета штукатурки. Вначале мы наносили серую штукатурку, а в конце у нас идет бежевая штукатурка, но ее мы заколируем чуть позже. Ну и вот, в принципе, палитра по лессировке. Все вроде бы не так уж и сложно, но вы поняли. Базовый цвет, добавляем чуть-чуть черного, откладываем. И так 4 раза. Ну и тоже цвет добавляем чуть-чуть кофейного и откладываем. Вот именно с базового цвета у нас получается 5 цветов. Штукатурка наша высохла, она сохнет достаточно долго, больше 5 часов, потому что слой был очень толстый.
После чего ее нужно пройтись наждачной бумагой, обязательно, чтобы стряхнуть все шероховатости, потому что мы будем работать губкой, чтобы эта губка не убилась там за 1 квадратный метр. Все колкости нужно убрать. Не стараемся вышкурить, выгладить все, нужно просто убрать все лишнее, чтобы все отвалилось. Вы видите, я наношу цвет. Тут, в принципе, нужно наносить цвет, просто чередуя все цвета. Главное не наносить один и тот же цвет много раз рядом с друг другом. Тогда все будет хорошо. Я выкрашиваю сначала кисточкой каждый кирпичик и губочкой аккуратно все лишнее подтираю. Заметьте, сначала я сделал все светлые цвета, а самый черный, он реально практически черный, оставил напоследок, чтобы сделать темные акценты, потому что с ним вначале можно переборщить. Именно черный лучше добавлять в самом конце, когда вы уже видите всю картину, и там, где добавить контраст, и там, где не нужно его добавлять. Иначе вначале можно сделать немножко не то. Также можно добавить в конце немножко кофейного, где-то усилить рисунок. Таким образом, каждый кирпичик получается одинаковый. Не размазывайте один цвет на другой кирпич. Главное, чтобы они все были отдельно покрашены, тогда будет тот самый нужный эффект. Вот, друзья, делаем нашу предфинишную штукатурку. Опять же берется траверта, это у нас материал для швов. Сначала добавили кофейный, потом добавили вот как раз наш охра, желто-коричневый. После чего чуть-чуть приглушили черным. Вы заметили наверняка, ну если вы смотрите мои ролики, я очень часто об этом говорю, что чтобы сделать красивый, добротный цвет, нужно глушить его черным. Вот вы видите развитие. Вот белый материал, не колерованный. Вот материал с добавлением кофейного цвета. Он уже такой розовенький. Вы видите, мы добавили охры, он стал уже такой чуть-чуть пожелтее, поохрее, более нейтральный. И мы приглушили слегка черным, и он стал прям классический бежевый цвет, именно то, что нам нужно. Вот такая эволюция колеровки. Едем дальше. Вот наша готовая заколерованная траверта. Мы берем кисточку. Кисточка должна быть достаточно узкая, чтобы сильно не заляпывать кирпичи. И прямо достаточно густым слоем я натамповываю саму траверту, то есть саму фактурную штукатурку на швы. Вот так я их заполняю именно тампованием. Возить кисточкой в данном случае не надо, потому что нам нужно, чтобы создалась достаточная фактура для последующего ее размазывания и превращения в наш замазанный лофт-кирпич. Вот такой слой вы можете заметить. После чего берем кельму из нержавеющей стали и вот такими движениями вверх-вниз, где-то можно вправо-влево, где-то можно просто плоскостью кельмы водить. В общем, наша цель, то, что мы натамповали, перенести на остальные кирпичи. Но перенести не равномерно, а так, чтобы это смотрелось хаотично и как бы не рукотворно. Где-то мы добавляем, чтобы еще сильнее замазать. Мне кажется, более замазанный кирпич смотрится еще более круто, лофтово и массивно. Я вообще люблю эту технику, потому что, ну, смотрится действительно очень натурально и в лофт-стиль подходит как нельзя лучше. Решил я немножко добавить композиционно, так как верх у нас замазался, и чуть-чуть перекрестно я решил тоже добавить, чтобы еще сильнее замазать кирпич. Ну все, оставляем на высыхание, опять в районе 3 часов. После чего проходим слегка наждачкой, сбиваем все, что топорщится. И берем опять же нашу базовую лессировку Cera Decor. И проходим в этот раз только по швам. По швам проходим, наносим на швы ее жирно. И когда губкой начинаем растирать, она как бы от плоскости губки и заполняет весь тот материал, который у нас еще нашлепан на самих кирпичах. Местами можно добавить темного в швы. Это даст нам такой еще более углубленный 3D эффект.
Ну, в общем-то, продолжаем все то же самое. Каждый шов промазываем и всей плоскостью губки убираем то, что намазали. Таким образом, чтобы полностью вся наша фактура была в цвете. Ну и все. Снимаем скотч и смотрим на финишный результат. Вот такой кофейный лофт-кирпич у нас получился. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, поддержите меня лайком и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Также хочу напомнить вам, что мы являемся официальными дилерами данных материалов Дикораза. Это значит, что вы можете приобрести у нас эти материалы без каких-либо наценок. Все, что нужно, вы найдете в описании. Также мы продаем профессиональные инструменты для декораторов. Все там же. Ну что ж, друзья, хочу вам пожелать, как всегда, хорошего настроения и творческих успехов. С вами мы увидимся в следующем видео. Не забудьте подписаться. Все, пока. Пока.